Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. И мы в Пуэрто-Игуасу на 7-м или 8-м чуде света, водопадах Игуасу. В этой серии мы узнаем, чем живет Пуэрто-Игуасу, увидим его известные и неизвестные места, заведем домашних животных и попытаемся здесь остаться навсегда. Никита, я filmăm para mi YouTube блога. Мы приедем за тобой. Давай до воскресенья, Сэмочка. Утро четверга началось с того, что нам нужно отдать собаку. На самолет можно собаке только до 10 килограммов, по крайней мере на флайбонде, на лоу-косте. Поэтому мы ее оставляем в отеле. Очень хорошие отзывы, аргентинский отель. Это большой дом, у них там большая лужайка, бассейн, они там тусуются, ночью спят, естественно, в помещении, в доме, на пуфиках. Каждое утро приходит ветеринар, но все равно всегда нервозно, непонятно, куда ты отдаешь собаку, что он думает в этот момент, бросили или в чем дело. АФ-274 BP, если что, будем искать эту машину в полиции. Все так грустненько, когда Сэмочку оставляю нашу с нами, она 8 лет, на ней вода практически. Да, она все знает, она у нас была уже. В Америке мы ее в отеле оставляли 2 раза, в России оставляли в отеле. И когда мы возвращаемся за ней, она даже не супер нас встречает так радостно, такая побегает вокруг и снова по своим делам. А точно собачий отель или приют, куда мы уезжали? Вызвали такси в аэропорт. Какое такси приехало? Всю коляску загрузили внутрь, багажник переполнен, машинка маленькая, начинаем поездку. Ну что, вот мы и добрались до этого заветного выхода самолета в флайбонде, и это было просто целое приключение. Почему мы вообще пользуемся флайбонде, да? Потому что, во-первых, там можно оплачивать кэшем, то есть для русских это большое преимущество, потому что у нас нету пока карт, там, да, мы не можем завести какие-то карты, дебетовые, кредитные, и мы можем оплачивать наличными деньгами в офисах, Pago Fácil, Mercado Pago, по-моему, но сейчас у них они не работают, то есть ты не можешь заплатить кэшем. Окей, хорошо, мне помог друг с Америки, мой клиент, который у меня тренируется, он дал мне свою кредитную карту, я с нее оплатил. Благо, это были небольшие платежи, потому что, на самом деле, в флайбонде это лоу-косты. Билет стоит в одну сторону примерно 2000 рублей по Аргентине. От 2 до 8 тысяч рублей, в зависимости от направления. То есть мы сейчас летим на Пуэрто-Игуасу. Стоимость билета нам вышла примерно там даже 1900 было рублей в одну сторону. И поэтому это, собственно, да, выгодно, потому что аналогичные билеты нормальными авиакомпаниями, типа Argentina Airlines, будет стоить примерно 20 тысяч рублей. Но если у вас, в общем-то, много времени свободного, и вы можете ждать, когда самолет ваш в итоге полетит, то берите, это очень выгодно, экономно, но будьте готовы к тому, что ваш рейс будет бесконечно переноситься. В общем, с чего все началось? Мы забронировали билеты. Захожу я на чеки на сайт и вижу, что наш обратный билет, когда мы полетим домой, он перенесен на 1 день вперед. Когда я выбирал билеты, на каждый день примерно есть 5 времени выбора утром и 5 времени выбора вечером. Но, видимо, если они не продаются, они как-то укомпоновывают всех людей на один самолет и, собственно, отправляют одним самолетом, более для них удачным рейсом. Мы решили просто продлить отель еще на 1 день, потому что собака у нас в отеле, и она оплачена, в принципе, до понедельника. Подходит ночь, утром нам вставать в 6 утра и выезжать в аэропорт. В 12 часов ночи мне приходит оповещение, что наш самолет снова переносит. Только уже самолет туда, в Пуэрто-Игуасу, переносит на 12 часов дня. То есть это уже как бы второй перенос в одной и той же поездке, поэтому берите время с запасом. Что касается собаки. На этих лоукостах, естественно, нету собачьего отделения. Можно брать собаку с собой в кабину. Кстати, довольно дешевый прайс, примерно 700 рублей, но только до 10 килограммов. У нас собака весит 20 килограммов, брать ее с собой нельзя. Но мы нашли аргентинский отель. Аргентинский отель здесь стоит примерно 20 тысяч песо за ночь. Сейчас цены, естественно, постоянно растут. Но, как и все наслышаны, что помимо плохой экономики в Аргентине также страдает сервис. Также и сервис этого отеля. Они забирают и доставляют собаку по определенному времени. То есть вылет у нас в пятницу утром, а они забирают чуть-чуть позже утром и раньше не могут. Привезти сам ты тоже не можешь, нельзя как бы просто. Поэтому пришлось оставить на одни сутки больше, то есть весь четверг мы уже ее отдали, она была там, хотя мы были дома. Это плюс еще, то есть, собственно, деньги ты платишь. И то же самое потом назад с возвратом. В воскресенье у них нет развоза животных, поэтому нам пришлось оставлять собаку до понедельника, до следующего дня.
Еще плюс сутки, еще деньги, естественно. Сколько раз мы сдавали в Америке и в России, нигде проблем не было. Везде это ты сам можешь привезти, оставить в любое время. Могут в любое время приехать за собакой и так далее. То есть у нас сервис на высшем классе. Ну, здесь вот так вот в Аргентине просто принято. Ты подстраиваешься под сервис, а не сервис подстраивается под тебя. Оставайтесь с нами, будет много полезной информации. И я надеюсь, кому-то она, в принципе, поможет. Блин, здорово, что нас вместе посадили. Хотя был риск, что мы не регистрировались, был риск, что нас осадят. Вот, но в итоге мужчины прогнали с его места и нас всех посадили рядышком. Это очень здорово. В Победе бы даже ребенка посадили бы на другое место просто. Мы бы летели в день в начале, а грудной ребенок в туалете. Я прилетела в Аргентину и думала, буду гулять по паркам, смотреть красивые кварталы, дома. Я даже не предполагала, что мне опять куда-то придется лететь. Дети приготовили сюрприз. Ты хоть знаешь, куда ты летишь? Вообще не знаю. Я спросила Кристину. Кристина, ты мне друг? Она говорит, да. Ну скажи, куда мы летим? Она говорит, значит, мне друг. Своих не сдаем. Так, значит, микрофон потерял, поэтому не кидайте палки за звук. Тут я снова говорю о важности лайка и комментария под видео. Всем спасибо. Пуэрто-Игуасу — это довольно простой город, такой, можно сказать, просто курортный. То есть здесь одна центральная дорога, вдоль нее располагаются отели, пару достопримечательностей, ну и вот главный заповедник парк с водопадами. А так, в общем-то, здесь ходит один автобус каждые 20 минут вроде бы по центральной улице и развозит в отели всех и в центральный парк, самый главный. Поэтому с перемещением, в принципе, никаких проблем здесь нету. Ну, преимущество этого отеля, помимо самого названия, вы можете догадаться, что там будет в больших количествах и объемах. Также еще преимущество в том, что остановка находится прямо напротив этого отеля. То есть, в принципе, с транспортом вообще мучиться не надо. Да, мы сумасшедшие. Пивной отель с ребенком. То, что надо. Самое, что интересное, на территории этого отеля есть пивной свой завод. То есть они варят пиво прямо здесь. И даже вроде бы можно самим попробовать поварить пиво. И, по-моему, это самое отличное для ребенка. Самый лучший отель для Добрыни Никитича, для русского богатыря. Пивной завод и пивной отель. Что еще надо? Я не пью молоко. Молоко для младенцев. Когда вырастаешь, нужно пить пиво. Офигеть, смотрите, серьезно, у них просто свой пивной завод прямо на территории отеля. И здесь же сразу рецепция, и здесь же номера. Охренеть. Где я? Кажется, я в мире Майнкрафта. Добрын, ты даже не представляешь, что за твоей спиной. Целая жизнь. Кстати, естественно, пиво является вредным, в принципе, для всех. Но если вот так рассудить, мужской или женский это напиток, то это будет более женский напиток, чем мужской. Нутрициолог, скажи свое слово. В пиве есть женские гормоны, эстрогены. И мужчины, которые злоупотребляют пивом, имеют такой женский животик, женские сиськи. Привет. Мы арендовали целое вот такое вот одно бунгало. До 7 человек там может располагаться. Стоит всего лишь $40 в ночь. Прикиньте. Ну, вообще халява, в принципе. Что довольно приятно, здесь довольно чисто, пахнет хлоркой даже. Еще такой отчетливый запах такой древесины старой, но, знаете, приятный. В принципе, в Аргентине практически все отели вот такого плана. То есть, да, вы можете заплатить разве что какой-нибудь там 100 тысяч рублей за ночь. Будет какой-нибудь крутой отель, построенный совсем недавно и вот в нашем таком современном стиле. Но, в принципе, архитектура во всех остальных отелях, 2, 3, даже во многих 4-звездочных, будет примерно вот такой. Где-то просто будет почище, поновее. Но в целом это вот такая вот патагонский такой их стиль чисто. Такая вот древесина, скрипучие полы. Как-то так. В отеле, кстати, очень много пивных наград. То есть они участвуют в фестивалях. И у них есть награды за редкие вкусы пива. И написано Примера, то есть какие-то виды пива, которые они первые изобрели.
Мои друзья, здесь у нас ферментируются разные виды пива. Хмель для нашего пива привозится из Европы. Только ИПА Архента делается из хмеля, выращенного здесь, в Патагонии. Мы видели, у вас есть разные награды. Да, мы принимаем участие в конкурсах пивоварения. У нас есть призовые медали из Бразилии, Парагвая, Чако и Посадоса. А что это за идея пивного отеля? Мы открылись 6 лет назад. Сначала тут был просто пивной завод и отель, но потом мы объединились, и в результате получился первый пивной отель в Южной Америке. Здесь есть одно пиво, которое не похоже на все остальные. Оно, в принципе, отличается от обычного пива. В нем есть такой спарклинг, газированный оттенок и привкус вина. И оно варится с вином здесь местным. И мне вот сейчас сказали, что вот это вино здесь делается 2 года вот в этих бочках. То есть они и вино делают здесь 2 года для вот этого пива, которое варится также здесь. Всем советую. Да блин, ты идешь пробовать? Винное пиво, офигеть, вот такое надо попробовать, это очень необычно, там чувствуется вино и пиво. В Буэнос-Айресе мы брали аргентинское пиво, которое варят в Мендозе, и все вот эти амбер, IPA, они, в общем-то, похожи на наши традиционные в России либо в Америке, но здесь у каждого свой идентичный привкус, это очень прикольно. Я в обычной жизни держу кето, не пью, у меня все сино-сухар, без сахара. Вот, только для вас приходится идти на такие жертвы с собственным здоровьем и пробовать вот эту вот всю жесть. Поверьте, вот если бы не YouTube, блог, не вы, мои любимые подписчики, я бы это вообще никогда бы в жизни не пил, не ел, серьезно, мне оно не надо. Кто тут скоро повар? Сейчас я попробую. Ты что, снимаешь еще? Вот оно. Вот он, долгожданный отпуск в отпуске просто. Я не знаю, как купить. Каждое, просто каждое индивидуальное, каждое очень крутое. Давай поиграем. Поехали. Кто соберет? Продолжай. Реклам. Записывайтесь ко мне на онлайн-тренировки. Мои клиенты получают 100% результат. Помимо программы тренировок вы получите еще программу питания, разбор анализов и подбор БАДов. А если вы тоже живете в Буэнос-Айресе, то мы можем договориться о тренировках в Палермо. Даже здесь, в этом зале. Как в этой стране держать диету, если вот я пришла и заказала себе цезарь, он здесь есть, но у них нету филинового пюре. Но у них нету куриного филе. Она мне предложила вместо филе добавить говядину в цезарь, понимаете? Насколько здесь в дефиците курица, но говядина на каждом шагу. Ой, друзья, это тот редкий случай, когда еда вкусная в ресторане, да, в этом отеле, потому что нам, если честно признаться, в Аргентине здесь не очень нравится местная кухня. Мы пробовали эту меланьезу их традиционную, да, которая просто в панировке мяса, не очень. Непонятно, это наши русские пирожки, но наши русские пирожки давайте положим руку на сердце, во много раз вкуснее. Плюс мы такие с Кристиной кето-адепты и держим правильное питание. Что-то типа 5 минут назад. Че надо? Сюда. Правильное питание, поэтому для нас многое из того, что здесь считается традиционным и вкусным, оно для нас не очень приемлемо. И когда вкусно, тогда вкусно. Я не понимаю, здесь есть бассейн, здесь тепло, здесь есть отдельные бунгало и здесь есть пиво. Почему здесь не 5 звезд? Выдать 5 звезд этому отелю. Почему здесь только 2 звезды? Идеальный отель. Пуэрто-Игуасу курортный город, но здесь точно так же живут люди, как и в любом другом небольшом городке. Мы сейчас ехали просто с аргентинцами, которые ехали с работы, усталые, видно. Прикольно смотреть на это все изнутри, на такую маленькую аргентинскую провинцию, скажем так, на то, как живут люди здесь, вне Буэнос-Айреса.
Значит, смотрите, здесь вот Аргентина, вот это Парагвай уже, да, за рекой. И вот здесь вот Бразилия. То есть вот это вот колесо обозрения, это в Бразилии. Граница 3 стран пересекается здесь, вот прямо в центре. Это Порт-де-Гуасу, город, который расположен на границах 3 стран. Это Аргентина, это Бразилия и Парагвай. Город живет за счет туризма. Они живут ради туристов, которые приезжают посмотреть, собственно говоря, на эту границу, а также на чудо водопада Игуасу, куда мы отправимся. А еще здесь необычное течение, посмотрите. Вот с аргентинской стороны, да, и с бразильской с той стороны. Здесь такая довольно красная река, и она встречается с обычной. Река Параны, кстати, вторая по длине в Южной Америке после Амазонки. Между городами 3 стран можно беспрепятственно перемещаться на пароме, по мосту пешком или на обычном городском автобусе. В Парагвай едут за техникой. У них нет пошлин, из-за этого дешевая техника, но и много контрабанды, за счет чего много некачественного товара. А в Аргентину едут за более дешевыми продуктами и бензином. Ехали. Сейчас уже непонятно, дешевле ли. Также в Аргентине разрешен и горный бизнес, и есть зона duty-free. Ну и, конечно, главную достопримечательность водопада Игуасу можно посмотреть с бразильской и аргентинской стороны. Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló, Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo, y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Друзья, в некоторых роликах известные блогеры рассказывали о таком характерном запахе Латинской Америки. Наверное, у каждого города, страны, семьи есть какой-то свой особенный запах. Но в Латинской Америке, правда, есть какой-то вот такой, о котором сложно вообще как-то передать его. И, если честно, в Буэнос-Айресе я не особо его чувствую. Но вот здесь, вот именно здесь, у реки, он с чем-то сливается. Какая-то вот кирпичная стена, вот эти вот танцы и вот эта вот река, лес. Может быть, я не знаю, это какие-то мои ощущения просто, но действительно есть что-то в воздухе, что ты не чувствуешь больше нигде. То есть вот это вот запах Латинской Америки, действительно он здесь присутствует. Есть? La cosa está bien dura, la cosa está divina, pero con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. В детский сад привозят из Бразилии мясо, из Парагвая печенку, из Аргентины привозят кур. Креветок вам говорили. Детский сад у нас даже прайс есть. Бразилия, Аргентина, Парагвай. Печень везут, мясо везут, говядину. Ты чё? Здрасте, милые ребята! Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Добрыня Никитич, богатырь русский, по земле аргентинской ходит, на сторону бразильскую смотрит и на парагвайскую глядит, видит там наркобаронов сидячих, траву курящих, да с девками играющих. Я туда не пойду. Я не пойду туда. Ты что, издеваешься? Какой нахрен магазин? Мы ищем магазин, чтобы купить банально воды и что-нибудь на завтрак, так как мы, в общем-то, стараемся держать хоть какое-то правильное питание, то там завтрак так себе, из всяких хлопьев, максимум будут яйца, хотим что-то докупить, нам нужен магазин. И показывает, что магазин ближайший вот там вот в 2 кварталах. Ладно, вроде там люди. Мы как бы с ребенком. Не убивают в данный момент. Да нормальный это город, нормальный магазин. Короче, если вы найдете это видео на просторах интернета, но не найдете нас, знайте, что мы остались где-то там. Темно и страшно. Да. Мам, сходишь сама сюда завтра за продуктом? В это же время. Да пошел ты нафиг, я лучше с голоду помру.
Это же Аргентина. А еще рядом с Бразилией и Парагваем. Мало ли, тут кто сейчас выскочит из джунглей. Господи, прости нас. Это мы закупились в местном магазине, и теперь как-то надо доехать до отеля. И ладно, на автобусе, автобус пустой. Кстати, стоит всего 80 рублей. 800 песо. Есть некоторые проблемы, конечно, все это загрузить. Плюс у нас пакет еды, вода. Снимаешь бедную собачку, которая раздроблена лапкой, которой я никак не могу помочь, кроме как дать ей сыра. Ты дала ей сыр? Да. Так, второй день. Традиционно начался с завтрака из бедной собачки. Ты хороший. Чего у тебя там? Итак, классический завтрак в отеле в Аргентине особо не пестрит. Стоит 3500, 350 рублей за человека. Ну и выглядит обычным завтраком. Несколько видов cereal с сахаром и с жиром. Отлично, мы возьмем жиром. Ну, конечно же, не все с сахаром, не ведитесь на это. Как я уже говорил ранее, в Аргентине традиционный национальный десерт – это вареная сгущенка. Они его отбили у ЮНЕСКО, то есть это национальное наследие ЮНЕСКО, вареная сгущенка аргентинская. Она здесь везде подается, делается со всеми десертами практически. И вот практически везде вот так вот стоит просто на столах, чтобы ее можно было есть. Ну вот так вот они любят вареную сгущенку. Блинчики, несколько видов хлеба. Все очень просто. Но есть также сладкий хлеб. Они любят сладкий хлеб, разные виды, кофе, чай. И еще делают яйца на кухне, приносят прям тебе сразу горяченькие, свеженькие. Ну, в общем-то, все просто и по-аргентински. Смотрите, мы заказали 3 huevos revueltos, ну, 3 жареных яиц. И вот как бы такая порция. Понятно, да, относительно руки? Одно яичко они, наверное, скрэмбл сделали. Вот, это вот максимум, что вы можете получить на завтраке в Аргентине из яиц. Мы набрали всякие дряни, просто понадкусывать, попробовать. Раз уж заплатили, как говорится, русские же. Ну и мы вот сходили в магазин вчера и докупили сырочка и колбаски, чтобы сделать наш завтрак более классическим и похожим на кето-диету. Сейчас будет самое главное преступление этого века. Я 4 кусочка взяла нормально, тебе 2 и нам с мамой по одному. Турдум. Турдум, 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 турдум. Я готов. Отличный лайфхак, если вы будете на целом день гулять в парк, то можно вот так вот тырнуть немножко хлебушка, мы сделаем сэндвичи, можно будет где-то перекусить. Так, у нас теперь новый друг. Теперь нас будет жить. Пока папа не видит, на еще одну. А то у меня убьется, как мы стоим здесь нечего. Что это? Что это такое? Что за пища богов? Колбаса. Я ее здесь никогда не видел. Теперь нас будет жить не 3 и Добрыня, а 3 собак и Добрыня. Да, вот тоже в Буэнос-Айресе вообще нет бездомных собак, а здесь мы приехали очень много их. Мы дали тебе еду, сторожи. Сторожи, чтобы никто не зашел за весь день сюда, когда мы идем, поняла? Охранять. Лежать. Молодец. Ждать. Сейчас сделаем сэндвичи. Нам в парк. Запомните этот момент, сейчас он выглядит бессмысленно, но не переключайтесь, и дальше вы увидите, насколько он комичный. Там по-любому нечего будет поесть. Даже если будет какая-то кафешка, то наверняка эти те же самые сэндвичи там будут. Перекус будет отличный. И до вечера, в принципе, я думаю, мы протянем. Ну или вот такой вот один будет для меня. Что касается транспорта, автобусы ходят каждые 20 минут примерно и в центр, и на водопады в Гуасу, и в аэропорт. Но стоимость центра стоит 800 песо на человека, 80 рублей, а на водопады и в аэропорт 3500 тысяч, то есть 350 рублей на человека. То есть если вы такой компанией едете, как мы, то в принципе выгоднее даже взять такси. И, кстати, здесь нету Uber или другого местного такси, типа там DT, Cabify. Здесь только такие, знаете, типа бомбилы на дорогах, но у всех один установленный прайс, единый.
Передаю привет дождливому Калининграду из солнечной Аргентины. Так, ну, есть очередь, но мы с ребенком в очереди места и... Если вдруг вы приехали с ребенком и большой семьей, то имейте в виду, что без очереди вас пропустят только вот мама с ребенком, а остальные все равно должны оставить очередь. И нам подсказали, что мы можем пройти в какой-то центральный офис, где можно, короче, не ждать, и вам продадут билеты. Короче, у нас все получилось, но когда вы подойдете сюда, вас наверняка спросят, кто вам такое сказал, что здесь можно купить, вот, и вы можете сказать, что вам сказали на входе, ну и как бы прокатило, вот, он такой согласился, окей, продал нам билет. И, кстати, стоит 60 тысяч песо на троих, то есть 20 тысяч песо на человека, по нынешним ценам 2000 рублей. Ну, не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик, инфляция в Аргентине, цены постоянно растут. Еще недавно мы смотрели, ценник был буквально, наверное, месяц назад 15 тысяч песо. Не удивлюсь, если когда мы приезжали в ноябре, здесь наверняка ценник еще был каких-нибудь 5 тысяч песо за человека, потому что цены, конечно, сильно выросли везде. Аля! Так, краткий экскурс. Мы сейчас вот здесь проходим, здесь поезд, он бесплатный. Он курирует по всему парку. Ну как по всему, он просто доводит вас до сюда, но доехать на нем будет по времени столько же, сколько дойти пешком. Поэтому, в общем-то, если у вас нормально все с физической подготовкой, вы можете пешком дойти и не ждать этот поезд. Ходит он каждый примерно 15-20 минут. Сюда доехать очень большой маршрут, только доехать тоже бесплатно. Это Глотка Дьявола. Да, сейчас все могут передать привет своим бывшим, но она сейчас закрыта, нам не повезло. Вообще, это одно из самых живописных мест и красивых, и таких больших. Сейчас закрыто, потому что не сезон, и они ремонтируют вот эту дорогу. И она откроется примерно в июле, будет снова доступна. Поэтому сюда мы, к сожалению, не попадем, но будет повод снова сюда вернуться. А сюда можно все вот это посмотреть. Просто идем пешком и ходим, здесь уже гуляем по вот этому маршруту. Он не супер тяжелый на самом деле, но требует определенной выдержки и сноровки. Благо в нашем походе есть супер натренированный человек с очень большой выдержкой и сноровкой. Думаю, справимся. Она ездила в твой фитнес-тур в Анапу. Кстати, я делал свой фитнес-тур в Анапу. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way. И мы очень круто провели вместе время, отдыхали, тренировались, посещали разные экскурсионные места. И если мы надумаем и сможем это организовать, то следующий фитнес-тур, возможно, даже сделаем здесь, в Латинской Америке, в Аргентине. Поэтому следите за обновлениями. У меня есть новый питомец, новое домашнее животное. На плохого человека бабочка не сядет. Древняя, старокитайская мудрость. Может, татуировку такую набить? Сын говорит, я хочу, чтобы он на меня сел. Я хочу, чтобы она с мужа с моего слезла. Потаскушка. Исследуя национальный парк, вы сможете увидеть все виды диких животных, такие как обезьяны, коати, крокодилы, черепахи, ящерицы, а также различные виды птиц, пауков и бабочек. Если вам повезет, вы даже сможете увидеть тапира. Майн. Кажется, я уже вижу одного тапира. Одну тигрицу. Ой, смотри, какую-то тропинку нашел. Туда, наверное, все ходят у единицы. Пойдем тоже. Я не пойду с тобой. Так все фильмы ужасов начинаются. Да, Коть, не бойся, все нормально. Коть, я за тобой не пойду. Смотри, Коть. Тут такая... Обезьянок долго искать не пришлось. В общем, они едят мандарины. Кстати, довольно комфортно гулять, в отличие от Буэнос-Айреса, где постоянно комары на тебя садятся и съедают просто заживо. Здесь странно, мы вроде бы в лесу, но здесь и рядом вода, но здесь нету ни комаров, ни мошек. То есть даже в Пуэрто-Грасу, в городе в самом,
были мошки, то есть не было комаров, но вот эти вот мошки маленькие, которые садятся и кусают, тоже все чешется неприятно. А здесь в самом парке ничего нет. Игуасу – это самый большой комплекс водопадов в мире. Комплекс включает в себя около 275 водопадов. Высота одного из самых больших, который называется Глотка Дьявола, достигает 82 метра. Это высота 20-этажного дома, представляете? А он закрыт. Нам всегда не везет. Но реально надо подвернуться. Игуасу входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Является одним из новых чудес семьи, новых чудес света. Лопаточка по ударку. Кора муравьиного дерева, бинго! Кора муравьиного дерева – отличный антипаразитарный препарат, вот, который делается из такого растения, как лопача негра. Который растет прямо здесь. Типа оно, да, похоже. Листики красивые, чем-то на березку похоже. Похоже на березку, да. Следующие зверьки, которые нам встретились, это коати, млекопитающие из рода насух семейства енотовых. Правда, сначала мы их приняли за енотов, потом за муравьедов, а оказалось, что обитают насухи только в Южной Америке и нескольких южных штатах США, поэтому раньше мы их и не встречали. Эти с виду безобидные животные похожи на котов. Вроде милые и пушистые, а что-то не понравилось и на тебе, зашивай рану. Вообще мы посчитали, что тут должны быть еще другие плакаты с предостережениями, так как у нас с ними приключилась забавная история. Хожу я, снимаю ролик, как вдруг слышу крики мамы и Кристины. Мира, мира, мира. Что произошло? Муравьеды украли нас пакет с едой, сэндвичами. Как так вышло? У нас был открыт вот этот рюкзачок совсем вот так. Он подошел, понюхал, ну буквально вот столько сантиметров. Лапкой подсунул и вытащил. Пакет. Мама пыталась отбить, она сражалась за сэндвичи, но он как бы все накинулся на нее. Конечно, я этого все, он резко утащил, они прям целую стаю накинулись и сожрали все наши сэндвичи. Я только есть захотела. Дело в том, что коати знают, что в сумках у туристов всегда есть еда. Поэтому, если они что-то учуяли, то запросто открывают сумки и достают содержимое. Как кошки. Сэндвичи. Посмотрите. Нет, 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 нет! Нет, Это памперсы? Нет, это сэндвичи. А теперь посмотрите еще раз на мое довольное лицо утром, когда я нарезал эти сэндвичи. Выходит, что для них. И до вечера, в принципе, я думаю, мы протянем. Ну или вот такой вот один будет для меня. Поэтому тут нужны еще плакаты про безопасность сумок. Да, он наелся наших сэндвичей, его напоили водой, и он теперь просто развалился и лежит как собака. Сытый, напившийся, довольный, еле ходит, смотри. В некоторых местах только так. Водопады Игуасу – 8-е чудо света. Это, кстати, официальный титул по результатам всемирного конкурса 2011 года. Название Игуасу в переводе с языка индейцев гуарани означает «большая вода». 275 отдельных водопадов шириной в 2 километра возникли несколько сотен тысяч лет назад в результате тектонического разлома и извержения вулкана. Обнаружили водопад испанцы, которые шли по реке Парана в поисках сокровищ страны Эльдорадо. По одной из легенд, именно за глоткой дьявола и скрывается эта страна. Помните мультфильм «Дорога на Эльдорадо»? По сути, он про эту легенду. Каскад Игуасу выше и шире в 2 раза, чем Ниагарский водопад.
Если бы потоки воды составляли единую стену, то Игуасу стал бы самым широким водопадом в мире. Однако на сегодняшний день самым крупным, широким и высоким одновременно является африканский водопад Виктория. Из интересных фактов. Около 20 тысяч лет назад водопад располагался у впадения реки Игуасу в Парану. Из-за разрушения потоком воды уступа, с которого падает вода, водопад отдалялся от реки Параны на 1-2 метра в год. Сейчас расстояние между ними 28 километров. Располагающаяся неподалеку гидроэлектростанция, которую делят Парагвай и Бразилия, используя мощь этой реки, вырабатывает почти половину электроэнергии для этих двух стран и является второй по мощности в мире. Приблизительно раз в 40 лет Игуасу пересыхает на 1 месяц. Последний раз в 2020-м. Как тебе, мам? Смотри, смотри, как близко подплывает корабль. Это как на Ниагарских водопадах. Мы тогда тоже плавали, мы подплывали, очень круто именно снизу смотреть, потому что ты ощущаешь всю мощь этих водопадов, на тебя летят брызги, ты понимаешь, какой он огромный, стихийный. Короче, это очень круто. Я бы вот спустилась с радостью. Ну я не знаю, это все. Я остаюсь! Я остаюсь! Заберите меня! Просто вода льется прямо на нас. Причем вода такая с мандариновым вкусом, да? Последняя точка на карте. Мы прошли весь маршрут и все водопады Игуасу, увидели их снизу и сверху. Я могу вам сказать, здесь точно стоит побывать. Это очень круто, это один из самых живописных видов, которых я когда-либо видел, природных явлений. Мне очень понравился Гранд Каньон в Америке. Это, наверное, он на первом месте для меня, может быть, все-таки. И вот это место будет на втором теперь. Реально очень красивое. Всем советую. Что это вы тут делаете? Перекус, сэндвичи-то утащили муравьеды. Хорошо еще бананы сохранились. А то кормящая мать голодная. Мы украли у природы мандарин, поэтому у нас муравьеды утащили наши сэндвичи. Все в природе. Круговорот еды в природе это называется, мам. Цензурят. YouTube не пропустит. Смотрите, авокадовое дерево прямо здесь в отеле растет. Смотри, какое здоровое авокадо в дикой природе. Поедем, как раз есть нечего. Оно еще и спелое, Природа офигеть. вернула. Муравьеды, или кто там, да, муравьеды украли, природа нам его заместила. Идем на завтрак, но по вчерашнему опыту знаем, что там практически нет жиров. Сейчас жиров насобираем здесь. Авокадовое дерево. О! О! Чистенький, даже еще не валялся. О, еще один. Во, нормально. Авокадо на завтрак есть. Бюджетное путешествие, бюджетный завтрак. Перед отъездом прямо мы не поменяли деньги с собой, а доллары здесь практически нигде не принимают. Больше того, в субботу и воскресенье обменники Western Union не работают нигде, в принципе, в Аргентине. Мы просто с теми песо, с которые у нас есть, стараемся просто выжить. Вот так вот, с дерева собирая то, что дает природа. В парке мандарины, а здесь авокадо. Вообще повезло, что здесь хотя бы оплату за отель принимают в долларах. Да, курс чуть-чуть получается так хуже, чем если в песо платить. Но зато так мы отдали за отель в долларах и, собственно, сдачу, которая была оставшаяся со $100, нам отдали в песо. Ну как отдали? У них тоже этих денег нету в долларах, и они так разменять не могут в песо, но они нам оставили их в кредит на завтраки, ужины и так далее. Но сам факт, что так мы смогли увеличить наш баланс, который у нас есть денег на выходные. Хорошо, хоть отдохнули. Мама забрала. Где у нас родители?
Мы с тобой так долго гуляли. О, мама идет, мама идет. Где же наши папа и мама? Давай посмотрим. И они не поняли. I am so grateful. Thank you so much, everybody. Good night. Поехали мы в Сальто с Ароем Бокей. Это что-то типа такой лагуны с водопадом, где можно купаться. Природный источник. Ну вот тут вы можете увидеть, как живут местные такие небогатые, да, обычные слои населения. Домики у них, видите, какие такие прям запросто. Мне вот главное природа, курочки. Я вот заведу ламу себе заведу. Буду выходить, ламу гладить, сидеть, читать книгу, меньше. А есть подорожник. Аргентинцы, кстати, очень верующие люди, католики в большинстве своем. И у них вот есть даже такие довольно облагороженные, хорошие церкви, даже в больших деревнях. Банановые деревни. Видишь, маленькие. Очень сильно созрели. Мам, пару слов на камеру о глубинке аргентинской. Мне очень нравится. Колоритно. Зелено, бананы растут. Простота. Очень хорошо. Смотрите, нас выкинули вот в такой вот деревушке, то есть здесь рядом вот эта вот известная лагуна, довольно туристическое место, но здесь вот вокруг живут довольно обычные люди, типичные дома аргентинские. И это такая прям глубинка. Вот тут ходят куры, бегают собачки, дети прямо играют аргентинские рядом с нами. И вот даже можно заглянуть в дом и увидеть плиту, кухню чью-то. Нужно заплатить за человека 2000. Ага. Видимо, не знаю, что они местные приватизировали себе лагуну. В целом такого, конечно, нигде не было написано. И, наверное, не надо платить. Просто здесь местный домик стоит прямо на пути. Но как бы мы же нормальные, да, можем помочь местным аргентинцам, которые живут в таких вот условиях. Это не такая большая сумма, 200 рублей с человека. Аля. У людей даже сушатся такие же ковры, как у нас. Так вот, я говорю, я вот хочу в такой глубинке просто вот себе домик. Вот даже такой же. Мне не нужны никакие удобства. В принципе, как вы видите, дети это не помеха. Было бы желание, возможности можно найти всегда. Не зря качался. Хоть где-то это пригодилось. Класс. Мне все нравится. Я еще ни разу не была в диких условиях. Вне России. Нам нужно пройти вот через эту штуку. Мам, как дела? Ты добралась? Ну, ты думала, легко с сыном-блогером, что ли, жить? Я с камерой, Кристина с ребенком. А ты уж извини давай. Лара Крофт, расхитительница гробниц. Первое препятствие на дороге. Нам сказали, надо, чтобы добраться до лагуны, пройти через вот эту вот местность. Я не знаю, там довольно скользко, наверное, нет, но дети и местные довольно быстро перебегают. Я думаю, ничего опасного. Коть, я боюсь за ребенка, немножко переживаю. Поэтому... У него, посмотри, сколько детей. Я понимаю, но... Она здесь явно лучше, чем ты ориентируется. Смотрите, какая красота. Добрались до первой точки, но это еще не конец пути. Нетрадиционная.
Ах да, я, кажется, совсем не рассказал, как называется это место и как сюда добраться. В принципе, все местные понимают, если вы скажете просто Мбокей. Оно недалеко от города, от любого отеля, в принципе, можно доехать от 20 до получаса. Такси сюда стоит 17 тысяч песо за обе стороны. Приезжаете сюда, таксист уезжает, не берет с вас денег. Потом вы ему звоните, когда вам надо, он приезжает, вас забирает, отвозит назад в отель. Ну, еще 2000 песо за вход в этот национальный парк, назовем это так, за вход просто местным, за то, чтобы они вас провели сюда. На самом деле мы увидели, как проходили еще какие-то туристы, и они шли без сопровождающих. Я сомневаюсь, что они что-то платили кому-то, иначе бы с ними проходили. Но если вы идете первый раз, плюс опять же вы видели, в каких условиях здесь живут местные аргентинцы, и наверняка они живут практически полностью за счет туризма. И ну, для нас, давайте будем честными, не настолько сложно помогать аргентинцам, насколько мы можем, раз уж мы пользуемся всеми благами их страны. Поэтому не скупитесь на золотишко. Еще спускаемся немножко ниже. О май гад. Короче, мы пришли вот на эту лагуну, которую мы думали здесь основная, где можно купаться. Но нам сказали, типа, сделайте здесь фотки, окунитесь, и мы пойдем дальше, потому что здесь еще есть более большая лагуна. Красота. Ну красота же, ребят. Я остаюсь, я построю вот здесь вот домик и буду прыгать с него на эти скалы. Один раз. Вы вообще можете делать все, что хотите, но что-то только один раз, запомните. Только не на скалы. Мам, ты что, «Хоббиты» пересмотрела? Туда и обратно? Нежданное путешествие? Кстати, ты его не ждала, потому что мы тебе не говорили, куда едем. Чтобы понять, увидеть, почувствовать, надо прийти в такое место, вглубь Аргентины, в деревню, в глушь. Чтобы понять Аргентину, да? Да. Смотрите, мы нашли растение, которое видели на Кубе. Оно сворачивается при приближении опасности, когда его трогают. Видите, трогаешь, и оно сворачивается. Ну, кстати, на Кубе оно сворачивалось гораздо быстрее. Стоило вот так вот докоснуться, и оно сразу... Здесь это происходит очень плавно. Видимо, Аргентина более расслабленная страна. И даже растения знают, что никакой опасности нету, и просто еле-еле сонно сворачиваются. Ну, это прямо целые джунгли, лианы. Пробираться надо. Смотрите, какой крутой спуск. Что же там за место, в котором такой спуск? Самое главное, мне всегда интересно узнать и представить, как нашли это место. То есть золотоискатели, видимо, по руслу рек пробирались и нашли водопады, нашли такие лагуны. Потому что случайно сюда прийти, ну, наверное, практически невозможно. Ничего, что у тебя ребенок вообще у чужой тети? Все нормально. Тете доверяю, у него вон трое бегает, живо-здорово. Причем бегают в кроксах, просто здесь бегом по этим лестницам. Значит, и нашего воспитания. Я ей больше доверяю, чем себе, да, на самом деле. Хотя мы не знаем в итоге, сколько у нее было детей. Она сказала 3 всего. Может быть, у нее было 5, и вот только 3 остались здесь бегать. Никто не поверит в 107-м детском саду, что заведующий по таким лестницам спускается. Она еле со 2-го этажа ходила, а тут идет. Ужас! Ой, сыночек, спасибо тебе. Это фитнес-тур 2.0. Готовилась к спа-салонам, а тут я, наверное, такая же буду рыженькая, как эта вода. Здесь даже люди с таким же цветом кожи. Так красиво, тут такие горы, они нависают на нас. Ой, Господи, спасибо тебе за все. Ты такой мне отпуск подарил за 27 лет. Я первый раз ушла на 30 дней. Уехала далеко-далеко. Россия, привет! Из Аргентины!
Вот так вот. 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 По ощущениям, Балтийское море в июле месяце 22. При этом это у нас как бы здесь уже не сезон, осень считается. То есть сегодня 21 апреля, и здесь гораздо теплее, чем в Буэнос-Айресе. То есть в Буэнос-Айресе последние дни было уже примерно 19 в среднем градусов днем. То есть здесь это 26, и сегодня 30 градусов. Вот так вот буквально 2 часа от Буэнос-Айреса выше, ближе к экватору, да, и уже гораздо теплее. Материнские обязанности, как видите, никуда не уходят. Любишь кататься, люби и саночки возить. Смотрите, здесь на озере прямо растет бамбук. Аргентина, да? Бамбук и здесь тоже. Еще было удивительно, что у них нет совсем огородиков никаких. Домики, так же, как у нас в провинции, в деревне. Все так же, ну, обыкновенно, но это как бы можно почувствовать колорит Аргентины. Вот удивительно, что очень много возле домов земли не растет, ничего не выращивают. И в магазине продают гнилые огурцы. Это похоже на 800 ступеней в Субсехе, да? В Анапе. Только здесь ступеньки покруче. И нету за что держаться. Еще груз ребенок. А у меня коляска. У мамы рюкзак. Давай, прыгай уже. Это намного страшнее, чем прыгать в дырку, в которую мы прыгали в Америке, где просто озеро и посередине такая глубокая глубина. Ты понимаешь, что там нету дна и нету скал. А здесь вокруг скалы. Там чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, и ты уже упираешься ногами, когда плаваешь. Это страшно! Только не на скалы. Я прыгнул вот в самую глубокую точку и все равно в самом низу немножко задел коленками дно. Нырять туда на свой страх и риск, прямо как-то аккуратно сгруппировываться все равно. Если честно, мы как-то особенно прониклись этим путешествием внутри путешествия. Мы все родом из глубинки России. Природой нас не удивишь. Но эти места такие спокойные, что хочется остаться навсегда. Люди живут своей жизнью. Казалось бы, такой же, как везде. Но так тепло после этого знакомства на душе не было давно. А вот это мамин способ сушить вещи. Если нету батареи, просто греешь чайник и кладешь вещи. Так, ну что едим? Мы едим сэндвичи или пиццу. Почему? Раз, два, три, 4, 5, 6. По 2 кусочка. Я могу съесть 1 кусочек, 1 сэндвич. Мне достаточно. Кормящей матери 2, 2-3. Все сыты. Время, в принципе, 4 часа. Чайку вечером объем и все. У нас уже есть апельсины, авокадо. Днем углеводка, вечером безуглеводка. Как я уже говорил, мы не поменяли перед отъездом деньги с долларов на песо. Но было у нас примерно 300 тысяч песо, при том, что с этих же денег часть мы заплатили еще за отель. Пиццы, которые остаются с вечера, мы оставляем на день и едим днем. Короче, такое выживалице немножко у нас происходит здесь, в джунглях. У Ати украли наш обед. А Никита говорит, что мы днем обедаем. Мы вообще не обедаем, только завтракаем и ужинаем. Вот вы можете видеть, сколько у меня осталось песо. Вот это уже отложено на такси, либо на автобус до аэропорта. И вот это вот все, что у нас осталось до завтра. Ну, как бы у нас здесь, в принципе, есть еда с завтрака, из прошлого ужина. Но в пиве я себя отказать не могу. Пиво на последние деньги. Это мы любим. Офигеть. Сейчас попробуем это. Супер спелый, крутой авокадо. Причем непонятно, почему оно в магазине стоит 1000 песо за штуку. Если оно вот, пожалуйста, валяется 100 рублей за штуку, это такая же цена, как в России. Но при этом, вот, посмотрите, я вышел, спелые сами падают. Почему они такие дорогие в магазинах в Буэнос-Айресе? Я просто не могу понять. Вот еще валяются. У меня рук не хватает просто, чтобы их собрать.
А вот эти мандарины можно собрать в парке Игуасу. Их сбрасывают иногда с дерева обезьянки, когда прыгают. Они проделывают дырку, я видел, вот здесь ногтем. И просто выпивают их и сбрасывают. Ну, иногда можно найти вот такие целые. Запах прям такой натуральный. Ты думаешь, это мандарин? Да. Напишите в комментариях, мандарин ты или апельсин. Сладкий. Немножко терпкий, но такой, знаете, натуральный. И тоже непонятно, если они так растут на деревьях, то есть они здесь есть, и их можно, значит, выращивать здесь, почему их нет в магазинах? То есть мы за все это время, что здесь живем, когда праздновали Новый год, здесь нет мандаринов в магазине, то есть их не купишь и не почувствуешь вот этот вот наш традиционный русский Новый год. Может быть, был не сезон, но на самом деле сейчас мы встретили всего пару раз эти мандарины в магазине, их быстро разобрали. И стоили они, кстати, тоже приличных денег. Много вопросов, и все без ответов. Скажи, что мы с тобой танцевали под звездным аргентинским небом. Мой завтрак. Наш рейс перенесли на 2 часа. Мы об этом узнали уже при подходе на досмотр. Нас не пропустили, сказали подождать полчаса. А чуть позже выяснилось, что рейс переносится еще на 2 часа. Вот будем сидеть в аэропорту, ждать. Посмотрите, просто все авиалинии летают. Но именно вот у Flybondi, вот они, у них все красные. Либо перенесены, либо отменены. Так что вот так вот летать лоукостами дешевыми по 2000 рублей за билет. Вот и настало время лететь домой. Дом. Где это? Место, где ты родился? Или, быть может, место, которое дает тебе силы? Для всех людей дом – это нечто свое. Но то, что объединяет нас всех в поисках дома – это чувство безопасности. Габи, женщина, которая нас проводила в последнем путешествии, рассказала нам, что в детстве она много ездила по стране. Ее отец, боливиец, был торговцем, и они успели пожить во многих городах Аргентины и Боливии. Но в итоге она остановилась здесь. Говорит, тут спокойно и безопасно. Мы давно поняли, идеальных мест нет. И Аргентина не исключение. Но чем больше здесь живешь и узнаешь аргентинцев, тем больше влюбляешься в эту прекрасную страну. Ведь страна – это прежде всего люди, которые ее населяют. Спасибо, Пуэрто-Игуасу. Надеюсь, мы еще вернемся. La cosa está bien dura, la cosa está divina, pero con Honduras, Chile, con Argentina.